Всем доброе утро. Я уже на работе. И сегодня непростой рабочий день, скажем так. Потому что на ногах я с 5 утра, а спать я лег в 12. А все почему? Потому что всплыла интересная вещь с программой наблюдения за режимом труда и отдыха водителей. Возник конфликт с логистикой, с водителем, с новым, с моим подписчиком, и мне перед ним стыдно, потому что, в принципе, дядя и закон знает, и все хорошо понимает и знает. Но вот возникла ситуация, когда, наверное, скорее из-за моего невнимания к техническим деталям программ слежения, если можно так выразиться, человек хочет от нас уйти. И сейчас будем пытаться разобраться во всей этой ситуации и попробуем как-то решить этот вопрос. Я извиняюсь за внешний вид, не спал, не завтракал. Такая вот работа. Сейчас будем разбираться. Попробуем с вами с такого ракурса. И сейчас я поясню, в чем всплыла суть проблемы. Работа с мебелью подразумевает довольно-таки быстрые передвижения. Так. Довольно-таки быстрые передвижения, потому что много загрузок, много выгрузок. Точнее, даже загрузок, наверное, не так много, чем именно выгрузок. Я извиняюсь, поправил микрофон, чтобы лучше было слышно. Вот, поэтому многие, кто сталкивается со всеми этими делами, с такой работой, бегут уже услышав слово мебель. А те, кто соглашаются, зачастую сталкиваются с такими проблемами, как нехватка времени. Причин этому я могу понять объективно несколько, что не всегда время ожидания логистов соответствует реальным боевым действиям, скажем так, на тех же складах. Но все это было решаемо до тех пор, пока мы не столкнулись со следующей проблемой. А именно, вчера один из водителей законфликтовал с логистами из-за того, что у него не получалось успевать. Точнее, не получалось, а из-за того, что запозднились загрузки, выгрузки, возникло недопонимание с временем начала рабочего дня, насколько я понял. Возникли нюансы, из-за которых мы никак не могли успеть на вечерний паром и сделать корабельную паузу. Я смотрел по программе слежения, и она показала мне, что в принципе у водителя есть пауза в течение дня, довольно-таки длинная, почти 2 часа пауза, после которой он спокойно может передвигаться 4,5 часа. Недопонимание возникло в том, что он говорит, что у него 6 часов молотки плюс езда. Вы знаете, да, 6 часов молотков и езда. Это обозначает перерыв 45 минут, полчаса, извиняюсь. А нам этого никак в график мы не укладываемся. И я смотрю по программе, и все четко. И логист мне звонит, говорит, я не могу ему объяснить, мы должны сделать корабельную паузу, он должен успеть на паром, у него все должно получиться. И я тоже вижу, что все должно получиться. С его слов он говорит, нет, у меня, говорит, молотки, езда. На выгрузках молотки, все по правилам, пауз практически не было, одна пауза в течение дня. И тут он хорошо сообразил, говорит, я сейчас возьму распечатку. Я говорю, да, бери распечатку, фотографируй, будем разбираться. Итак, согласно программе, вот здесь видно голубеньким время отдыха. У человека вчера между 5 и 7 часами был отдых продолжительностью 2 часа. Также на карточке самого водителя тоже отмечено час 56 отдыха красным. Вот здесь вот. С 5:17 до 7:13, что вызвало недопонимание, почему у нас 6 часов с молотками
и мы не можем заехать на паром, доехать, не успеваем. Вот что показала распечатка. Прибавляем 2 часа UTC time. И выходит, что начиная с 5 часов молотки, 5 минут пауза, молотки, езда, молотки, езда, молотки, езда, молотки, езда, и 8 часов началась пауза. Вот такая вот ситуация интересная складывается. Логистики видят именно вот эту картину и вот эту картину. Так же, как, в принципе, и я сейчас. Водитель уже прислал даже лог-файл. Молодец, у него даже тахограмм есть. Сегодня, когда все придут на работу, а время сейчас для справки 7:56, а так-то рабочее время начинается в 9, будем с этим разбираться. Но проблема в том, что водитель все равно, скорее всего, нас покинет. Его решение утром было озвучено именно такое. Был уже план. И получается, ни я, ни логистика ожидания водителя не оправдали в данном случае. Я не доглядел, логистика не убедилась в правоте своих, скажем так, если можно так сказать, претензий. И получаем то, что есть. Здесь же сыграла роль правила паромной переправы, что мы не можем делать паромную переправу, если пауза у нас получается меньше 11 часов. То есть не укладываемся в сутки. И здесь тоже возникла эта проблема, потому что паром мы перенесли на утро. Но опять же возникала проблема, что общее время было превышено. И получалось 13 с чем-то часов. По сути, да, мы по закону не могли делать уже корабельную паузу. Поэтому попытался помочь я, приехал, вставил свою карту, довез до порта человека с парковки. И оттуда он уже начал свой день хотя бы с 9-часовой паузой. Сейчас, в принципе, все, что мне остается, это дождаться прихода человека, который занимается этой программой. И узнать, когда эта машина придет домой, организовывать приемку-сдачу. Да, сегодня распрощались с водителем, решение его осталось неизменным. И, в принципе, смысла уговаривать, убеждать в чем-то не было. Был договор на другую линию, под другую логистику, но вот, увы, называется утрата доверия. С утра прислал фотографию, что царапина на палетнике, говорит, я сделал. Я помню, что у меня фотографии прицепа этого есть, когда я опись делал. И палетник был такой, в плохом состоянии, и что-то там такое было. Как-то я не придал значения, думаю, елки-палки. Бедняга, еще нервы из-за какого-то этого ящика. Позвал механика, пришли к машине, смотрим, а это уже, да, старая, абсолютно старая царапина, вся в рыже, и как бы уже понятно, что до него она была много-много времени. Так что в этом плане обошлось. Был один нюанс, который завтра будет известен точно. И я, наверное, выложу результат в сторис. Возникла проблема с паромом. Потому что на пароме нам зарегистрировали вес 24 тонны груз. Хотя по факту груза было 6 тонн. И со слов водителя он написал 6 тонн на чекине. Там возник перегруз. И, соответственно, переплата. Завтра подождем, что скажут паромщики на это. Потому что мы сказали, что что-то там не так. Ну, а примерно так выглядит мое рабочее место. Пока так.